Всем привет! При работе с металлом со временем накапливается энное количество всевозможных обрезков, которые вроде бы хлам, а вот выкинуть руки не поднимаются. В этом видео мы найдем им применение и переработаем их в нечто полезное. Я буду использовать обрезки профильной трубы 20 на 20. Помимо этого также понадобятся болты с гайками, в моем случае М10. Выбирать лучше не ниже 8 класса прочности. Можно использовать удлиненные гайки. Я же буду использовать две обычные, потому как они идеально заходят в полость профиля. Итак, размечаем и разрезаем профиль на отрезки. Запиливаю под углом 45 градусов. Как вы можете наблюдать, при таком раскрое отходы в виде обрезков не остаются. Отверстие под винт лучше просверлить на данном этапе. Терним и сверлим. Сверлю ступенчатым сверлом. Фиксирую детали под углом 90 градусов и делаю прихватки в нескольких местах. Теперь можно приступать к обвариванию. Толщина стенки профиля небольшая. Дабы его не прожечь, варю точками с остановками. После сварки сбиваю шлак. Швы получились прочные, но уродские. Это не страшно, последующая шлифовка все исправит. Устанавливаю гайки и вкручиваю внутрь жертвенный болт. Гайки хорошо обвариваем. В зияющую дыру в профиле с другой стороны вставляю заглушку и также завариваю. Из металла толщиной 2 мм вырезаю квадрат и привариваю. Он будет выполнять роль подпятника. Когда все сварочные работы завершены, можно приступать к зачистке швов. Грубую обдирку произвожу зачистным диском толщиной 6 мм. Финишную доводку произвожу лепестковым диском. При работе обязательно используйте защитный щиток для лица, а также никогда не снимайте с болгарки защитный кожух, как это делают некоторые эксперты в кавычках.
Внутренние углы буду обрабатывать бормашиной и набором китайских твердосплавных фрез. Ссылки на них, а также другие мои инструменты вы сможете найти в описании под видео. Шлифовку произвожу абразивными барабанами. При сварке гайки может немного повести, и чтобы избежать закусывания, прогоняем резьбу метчиком. Рама нашего устройства готова. Следующим этапом берем болт, накерниваем центр и сверлим там глухое отверстие, в моем случае диаметром 3,3 мм, под резьбу М4. Для большей точности вначале можно воспользоваться центровочным сверлом. В проделанном отверстии нарезаем резьбу М4. В головке болта также сверлим отверстие, но уже сквозное. Из полосы толщиной 4 мм вырезаю окружности. По максимуму спиливаю все торчащие углы. В центре сверлю отверстие диаметром 4 мм. После чего вот таким нехитрым способом обтачиваю до получения идеальной окружности. Далее отверстие раззинковываю под потайную головку винта. Все детали готовы, теперь займемся покраской. Но сначала хорошо очищаю поверхность с помощью обезжиривателя. Красить буду обычной алкидной эмалью. А пока краска сохнет, изготовим воротки. Их можно сделать из обычного гвоздя или же сварочного электрода. Края расплющиваю с помощью молотка. Краска высохла, можно приступать к сборке. Винт, фиксирующий прижимную шайбу, на всякий случай сажу на фиксатор резьбы. Ну вот, пожалуй, и все. Вот такие струбцины у меня получились.
Ну и конечно же, повторять увиденное я никого не призываю. Мне лишь хотелось показать одну из возможных идей, куда можно с пользой применить ненужные металлические обрезки. Купить такие струбцины в магазине не проблема, да и стоят они совсем недорого. Мне же захотелось освободить немного места, переработав часть хлама в нечто полезное, а заодно попрактиковаться в сварке, потому как сварщик я, мягко говоря, хреновый. Разумеется, при необходимости можно собрать струбцину любого размера под какую-то конкретную задачу. Хватка у такой самодельной струбцины довольно крепкая. Закрепив ее на бруске и повиснув всем весом, мне не удалось сорвать ее с места. При обычном гаражном использовании обычная метрическая резьба прослужит долго. В целом, проделанной работой и полученным результатом я остался очень доволен. Все ссылки вы, как всегда, сможете найти в описании под видео. Ну а если эта идея вам понравилась, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокол. Также советую глянуть и другие мои видео, они не менее интересные. А пока, до скорого!